Массовое уничтожение власти уже началось, и уже есть, конечно же, очевидные факты страшных совершенно картин бунта и уничтожения действующей власти. Так однажды, наверное, скажет какой-то диктор, но почему он так скажет? Потому что вот данный мой отчет, сейчас я вас с ним ознакомлю, он основан на том, что говорят люди. Он искусственный интеллект, скажем так, внедренный в студию YouTube, он собирает, о чем говорят люди, что там между строк. Короче говоря, на сегодняшний день регионы очень сильно приближаются к точке кипения. Что произошло? Москва забирает львиную долю налогов, помимо убоя скота сейчас не буду туда уже уделять внимание, то есть людей лишают всего, оставляя регионам копейки. Не знаю, то ли Москва суицидом решила закончить, тут уж я не буду, пишите за меня, а я потом сделаю отчет. На этом фоне в национальных республиках Якутия, Башкирия растет гнев. Сочетание экологического варварства, вырубка лесов, загрязнение рек, добывающими компаниями и несправедливость полнейшая. Что именно происходит? Давайте такие ключевые события. 24-25 год. Постоянные стычки в Якутии из-за поведения приезжих и бесправия местных. То есть это такое давление идет. Явный национализм, возможно, да. То есть вот якуты, значит, дураки. Башкортостан. Десятки тысяч людей вышли защищать активиста Фаиля Алцинова. Это был шок для системы. Система такие вещи не любит. Она говорит, нету никого. Есть только одна национальность – власть. Люди в регионах чувствуют себя людьми второго сорта. Ну, не только, если кто-то из региона смотрит, не переживайте. Вы не одиноки в этом ощущении. Все так себя примерно чувствуют, примерно везде. Москва забирает нефть, забирает золото, возвращает повестки и мусорные свалки. Ну, кстати, обмен такой своеобразный. Это прямое столкновение интересов в центре глубинки. Народ кипит. Так что, вот, как я и сказал, это, в принципе, то, что дает... Знаете как, вот есть понятие референдум. Я все время говорю, сегодня технически референдум провести разговор с народом очень просто. Но, видимо, это кому-то не нужно, это уже другой разговор. А почему? Потому что те самые возможности, технологии это дают. Возможно, именно поэтому эти сейчас технологии активно отключают. Пытаются предлагать вам купить VPN, чтобы он помогал вам ничего не увидеть. VPN это самое первое, что закрывает вам возможность свободного блуждания по интернету, так на всякий случай говорю. А то ведь вы, наверное, смотрите каких-то блогеров, которые, да, так что-то интересное рассказывают, потом говорят, купите VPN, очень хороший, да. Ну вот, просто чтобы вы понимали, я уже разбор делал, сейчас не буду на это отвлекаться. Но то, что VPN это прямой путь именно к цифровой тюрьме полнейшей, именно он ее и создает. Потому что через него, в него можно внедрять, а через него как раз эти самые решеточки позолоченные вам будут создаваться особенно активно, будет подменяться сайт, вы зашли, там написано что-то другое. Ну, самый простой вариант, как подменяется, и это когда вы заходите на сайт, а там написано заблокировано там, по решению. То есть там, сайт прекрасно себя чувствует, если вы без VPN зайдете. Это к слову, это к примеру. В общем, друзья мои, всем свободы, не знаю, как еще правильно сказать. Пишите комментарии, опять же, да, я делаю длинный разбор, иногда просто где-то оценку сегодняшнего состояния, настроения людей. И это была та самая оценка того самого состояния людей, которые сегодня еще что-то есть, но они бесятся, завтра у них все кончится, и они уже будут, улыбаясь, что-то такое делать, возможно, не совсем веселое для кого-то другого. Хотя не знаю, посмотрим, последим.